Ноябрьский номер «Уральского следопыта», статья Юрия Вичканова «Горелка или костер? Что выбирать в походе?». Вопросы питания в походе однозначно важны. Если ты останешься в походе голодным, то ты будешь слабым, и там уже не до впечатлений, не до любований красотами и единения с природой. Попробуем разобраться, какой из способов приготовления пищи нам выбрать. Самый простой и недорогой способ питания – это газовая горелка. Вариантов здесь множество, от самых простых по 500 рублей до самых продвинутых примусов. Здесь возможны любые варианты. Сразу с ветрозащитным экраном или без него, жестко прикрепленные баллоны, баллон там в качестве опоры, есть со шлангами, любые варианты. Лично я пользуюсь самой простой горелкой и алюминиевой кастрюлей на 2,5 литра. Готовить таким способом быстро и удобно. Баллона хватает на 3-4 готовки. Основные блюда в этом случае гречневая каша с тушенкой или макароны. Все довольно вкусно и питательно. Большой плюс газовой горелки в том, что вы не зависите от метеоусловий, не надо искать дрова, и можно готовить прямо в палатке, согреваясь при этом, если мы замерзли. Следующий плюс газовой горелки – это быстрота приготовления. На все про все уходит примерно 30 минут, и у нас готовый полноценный обед или завтрак или ужин. К тому же газ не коптит, и посуда для готовки остается всегда чистой. В общем, горелка отлично подходит для походов в маленькой компании или для сложных походов или длительных одиночных походов. Газовая горелка в этих вариантах намного упрощает наше интересное путешествие. Следующий вариант – это готовка на костре. Это самый старый и верный способ, но мы начнем его разбирать с определенных минусов. Первый минус – это довольно трудоемкое занятие. Ведь сбор дров, их разжигание и поддержание костра, а еще само приготовление еды – одному здесь справиться тяжеловато. Вторая сложность – это влияние погодных условий. Дождь, ветер создает нам массу проблем. Зимой готовка на костре отнимает к тому же очень много времени. Безусловные плюсы готовки на костре. Не надо ничего специального. С собой мы берем спички или зажигалку. Это, пожалуй, все, что нужно. Кому интересно, могут попытаться разжечь костер без спичек и почувствовать себя первобытным человеком. Огромный плюс – это романтика костра, тепло и свет у самого костра. Если у вас компания из нескольких человек, то посидеть у костра при приготовлении, безусловно, это хорошо. Почувствовать ароматы готовящегося блюда, согреться, поговорить разговоры – ради этого многие идут, собственно говоря, в походы. Практически там и зарождается любовь к походам. К явным плюсам относится и разнообразие блюд, которые могут готовиться на костре или на углях. Это или запеченная в углях картошка, или поджаристый на палочке хлеб, вплоть до изысканно приготовленных ухи, плова или шашлыка. Да все что угодно можно приготовить на костре. И все мы знаем, что это будет вкусно и с ароматом дымка. Решать, собственно говоря, вам. Оба способа хороши. С костром, конечно, чувствуется вся атмосфера похода, но и стоит взять с собой на всякий случай горелку. И тогда вы точно не останетесь голодными и будете сытым, довольным и сполна сможете насладиться окружающей вас природой.